Сегодня с утра мне было очень грустно, потому что до финишного спецучастка остается всего 200 километров. Неужели целая маленькая жизнь закончится сегодня? Пока что отказываюсь в это верить и выезжаю навстречу третьему дню в Болгарии. Сразу же на выезде из города начинается подъем на 300-метровый холм. Уже 7 час утра, солнце скоро покажется из-за неровности горизонта и начнется болгарская сауна. На вершине холма наполнил фляги из природного богатства без цена. Традиционно мой завтрак перед выездом представлял собой остатки конфет, а ведомственная АЗС ничего не предлагала, поэтому в городке Камень на 30-м километре пути я сразу же атаковал только что открывшийся мини-маркет. Царский завтрак, болгарский йогурт, сырные лепешки и апельсиновый сок. Ну и в дорогу, конечно, затарился. День разогревался, дорога, как обычно, шла по полям, тени постепенно отодвигались прочь от края дороги, подставляя мою измученную тушку под злое солнце. Хотя в некоторых местах стали попадаться участки шоссе, идущие через тенистые рощи. Вдоль дорог иногда попадались знакомые автомобильные марки, билборды с интригующими обеденными вариантами, а также заведения, обслуживающие одновременно и детей, и пенсионеров. Наверное, приглядывают друг за другом. Профит. Честно говоря, в середине дня от солнца, марева и накопившейся усталости голова практически полностью отключилась. Тому способствовал также окружающий меня ландшафт, представленный исключительно серым раскаленным асфальтом, разрезающим надвое желтую нижнюю половину пейзажа и врезающимся в верхнюю часть, бледно-голубую, с небольшим количеством невыразительных барашков. Немного позавидовал птичкам, которым не нужно никуда ехать и у которых, если что, рядом есть лесок с тенью. Наконец, около 5 часов вечера пробег за день приблизился к 200 километрам, и я приближался к Дунаю и заветной Силистре. Здесь сольются воедино все, ставшие к финишу, правда, довольно жиденькими, потоки участников TCR. Тех, кто ехал более коротким и холмистым маршрутом через Болгарию, и тех, кто сделал крюк, чтобы, не напрягаясь, крутить педали по равнинному северному берегу Дуная, с румынской стороны. На одной из развязок в городе я сделал последнюю перед финишным паркуром длинную техническую остановку на АЗС, посетил все необходимые места, пополничал и залил полные баки жидкостью. Пополнив мой словарик болгарского языка новым словом «бабулечка убийцы», около 6 вечера я выдвинулся в сторону пограничного перехода с Румынией. Он был прямо на окраине города. По идее, еще год назад тут был полноценный досмотр, но в этом году досмотр на границах между Болгарией, Румынией и прочими шенгенскими странами отменили. Ну и отлично. Ну что, мы покидаем полувымершую и депрессивную Болгарию и едем, возможно, чуть более успешную Румынию. И последние 160 километров этого безумия, мероприятия, гонки, заезда. Кстати, организаторы изменили маршрут финишного паркура несколько дней назад, прямо по ходу гонки, якобы чтобы обезопасить участников от некой агрессивной своры бродячих собак. В результате километраж увеличился на 15 километров. Въехав в Румынию, я торжественно врубил на навигаторе последний трек этого путешествия – 160 километров с набором около 1000. Разглядывая еще дома все спецучастки, я недоумевал, что же такого особенного в этом финишном паркуре. Чувствовался некий подвох, потому что все прочие обязательные участки были или в горах с неприличным набором высоты, или грунтовые, или и то и другое сразу. Сейчас же я ехал по относительно ровной дороге с прекрасным видом на один из рукавов нижнего течения Дуная. Да, было малость холмисто, но горным этот спецучасток точно нельзя было назвать. На первых километрах, сверившись с положением других участников, я понял, что позади меня никого нет, зато впереди в 2-3 километрах была пара гонщиков. На хорошем настроении и адреналине я решил, что можно попытаться их догнать, чтобы что. Непонятно, правда, но все же. Однако километров через 10 я осознал, что просвет между нами не сокращается. Видимо, у тех, кто впереди, тоже было хорошее настроение. В общем, я отмел идею гонки на последней сотни километров и решил ехать в туристическом режиме. Скоро дорога отвернула от Дуная южнее, по сторонам снова простирались желтые прерии, на этот раз освещенные уже закатным солнцем. В 8 вечера до финиша оставалось около 100 километров, и я в целом надеялся, что к полуночи я все же доберусь до Констанца. В 9 окончательно стемнело, и мое продвижение по холмам стало натужным и медленным, с частыми остановками на подышать и на посмотреть, где там моя точка на карте, а где точки соперников. В 11 вечера до финиша оставалось еще около 50 км, и примерно в этот момент, переехав по мосту через канал Дунай-Черное море в городе Меджидия, я оказался на грунтовке, такой, как мы любим, с рандомно раскиданными крупными камнями, ямами самого неприятного размера и в полной темноте, только мой фонарь освещал дорогу.
После первой пары километров, пройденных со скоростью 13 км в час, я осознал, что, кажется, именно эта часть спецучастка ответственна за его приставку «спец». Мне предстояло проехать примерно 35 километров этого трэша. Днем, кстати, дорога кажется не такой уж и ужасной. Стащил фотки у немецкого гонщика Бернхарда Кеммерера. В районе вот этого моста началась первая большая проблема, если не считать камней и пыли, а именно бродячие собаки. На вот этой вот петле меня все время облаивали, преимущественно из-за заборов или из будок. Но в темноте было непонятно, можно ли ехать дальше или нужно спешиваться. Еще через 3 километра въезд на небольшой мост сторожили 3 лающие гадины. Как положено, я слез с велосипеда, расположил его между тварями и собой и осторожно приставными шагами стал продвигаться вперед. Но в какой-то момент откуда-то сбоку выбежало еще одно бестие, и тут мне пришлось использовать велосипед уже в качестве оружия, размахивая им в стороны и истошно матерясь. Только отдышавшись от этих сволочей, через пару километров я оказался в новом замешательстве. Обе колеи грунтовки исчезали под водой, а по бокам обходу препятствовали камыши. В темноте было совершенно непонятно, насколько глубоко в этом месте и где дорога выныривает обратно на сушу. На дневных снимках все не так страшно, но ночью я слез с велосипеда и пошел пешком. Такие лужи, к слову, пахнущие зловонным болотом, повторялись еще раз 5 далее по треку. Откуда это счастье взялось посреди сухого грунта в этом не самом дождливом регионе – загадка. Я не буду исключать, что организаторы специально привезли сюда несколько цистерн с болот Финляндии. Было уже сильно за полночь, когда я, проклиная все на этом свете, съехал с дороги вдоль канала в одну из деревень, откуда дорога шла уже напрямую в Констанцу. Оставалось меньше 15 километров до финиша. Наконец, все хорошее заканчивается. Последние километры трек повилял по прибрежным районам Констанцы. Неожиданно на очередном перекрестке я повстречал своего финского друга Микки, у которого, кажется, была проблема с передним светом. И вместе поехали к финишу. В финале был спуск к пляжу, и неожиданно последний километр гонки шел вдоль кромки пляжа прямо по песку. Почему я наивный надеялся, что там будет что-то типа дорожки или тротуара, одному богу известно. На финишной черте меня ожидал один из самых эмоциональных сюрпризов в моей жизни. Ты что здесь делаешь? Что здесь делаешь? Меня встречала Женечка, с которой мы теперь видимся в лучшем случае раз в год. Спланировала все и ничего не говорила о своем намерении до самого-самого конца. Итого, как я не старался его растянуть на подольше, приключение всей жизни длилось 4650 километров и 16 дней, 5 часов, 45 минут. Примерно 290 километров в день. В запасе до закрытия финиша у меня оставалось почти 2 дня. Уже на следующий день, как преступник всегда возвращается на место преступления, я вернулся на финиш, в бар под открытым небом на пляже, чтобы стрясти с фотографа хоть какие-то фотки за все мероприятие и пообщаться с новообретенными друзьями в непринужденной обстановке. Дальше все происходило уже как в другой, следующей жизни. Электричка в Будапешт, ненапряжное времяпрепровождение в столице, ненапряжное, потому что каждый день после финиша мне хотелось спать уже где-то в районе обеда. Покупка новой одежды и обуви и главная спецоперация – поиск коробки для велосипеда, прочих упаковочных материалов и доставка всего этого в гостиничный номер. С этим мне за бесплатно помог рандомный чел с улицы, который просто увидел, как я иду, волоча по земле гигантскую коробку, и предоставил место в своем фургоне. На этом приключение заканчивается, пора домой, но воспоминания о нем останутся еще надолго.